Военные преступления оккупантов и месть за них. Откуда ждать плохих новостей для Украины и как польские протестующие мешают американским военным. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. История с расстрелом бойцов ВСУ, сдававшихся в плен, дошла до еще одной судьбоносной точки. Более 2000 грузовиков замерли на польско-украинской границе. Что с ними будет дальше? Орбан и Венгрия уже в списке диктаторов и их авторитарных режимов или еще нет? И зачем туда ехал Петр Порошенко? Это подкрепляется большими финансовыми вливаниями теневыми в правительство Орбана. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, это очень важно. Не забывайте ставить комментарии, это очень нужно нам для того, чтобы понимать, что вы думаете о том, что мы тут рассказываем. И не забывайте подписываться на канал, это тоже невероятно важно. Поехали. Сложные погодные условия замедляют войну. К такому нехитрому выводу пришли аналитики Института изучения войны. Вместе с тем они отмечают, что полностью остановить боевые действия пока не удается. Сильный ветер мешает проводить аэроразведку и использовать беспилотники, а дождь с мокрым снегом затрудняет продвижение пехоты и техники. Но это не мешает забрасывать украинские города шахедами, как в минувшую ночь, например. Но их стало заметно меньше – 12, из которых 10 было сбито. Об этом говорят в воздушных силах ВСУ. Также это не мешает совершать военные преступления россиянами, как, к примеру, расстреливать сдающихся в плен. Аналитики Deep State в своем телеграм-канале опубликовали видео того, как украинские военные сдаются в плен, а российские военные их просто расстреливают. Кадры в целом соответствуют съемке с дрона. Бывает она, конечно, получше качеством. Это видео, оно как будто бы переслано отдельно, как-то дополнительно ужато. Уж очень оно такого низкого разрешения и каких-то других версий пока в сети вроде как не появлялось. Но в целом это соответствует тому, что вот какие кадры выкладывают с дронов. И то, что дроны могут быть как раз в этих местах, это тоже вполне реалистично, потому что, естественно, помимо дронов там камикадзе, скажем, или дронов, которые сбрасывают различные боеприпасы, и украинские, и российские военные постоянно над своими, над чужими позициями стараются держать разведывательные дроны. Собственно, вот кадры одного из них, и не исключено, да, мы уже много раз видели, как те же украинские военные, скажем, снимали с дрона боестолкновения между, собственно, своими военными и российскими. И вот в данном случае то же самое могло происходить, и вот, собственно, такие кадры были сняты. Мы не можем показать это видео тут полностью из-за правил Ютуба, но свидетельства этого преступления россиян можно найти в телеграм-канале Нехта. Ситуацию лучше опишут военные. Враг зашел на позиции 45-го ОСБ. Во время зачистки кацапы наткнулись на блиндаж, в котором сидели наши ребята. Они были вынуждены сдаваться из-за недостатка БК. Сразу как вышел второй боец, просто расстреляли обоих. В офисе генпрокурора заявили, что начали расследование этого преступления, но и это еще не вся история. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурманули эту позицию, и всех, кто там находился, понятно, были ликвидированы. Критическая ситуация в Украине, которая к тому же может ухудшиться, если помощь будет несвоевременной. О ней говорит генеральный секретарь НАТО и призывает готовиться к плохим новостям, если поддержка и дальше будет слабеть. Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно, но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Более 2500 грузовиков стоят в очереди на границе в направлении Украины из Польши. Об этом заявляют в украинской госпогранслужбе. И хоть какое-то количество автомобилей таки пересекают границу, ситуация остается сложной. На жаль, блокування на даний момент воно продовжується. 4 напрямки, де учасники акції по той бік кордону на під'їзних шляхах блокують можливість руху для вантажних транспортних засобів. Це напрямки пункту пропуску Ягодин, Краківець, Рава-Руська, і з 23 числа ще додався напрямок пункту пропуску Шигінь. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників в чергах в бік України,
перебуває більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів. К тому же 2 пункта пропуска на границе не работают совсем, но там причина уже не в протестах, там не работает база погранслужбы. Кроме того, странный конфуз случился на одном из пунктов пропуска. Один из организаторов блокады, член польской партии «Конфедерация», обнаружил яхту на одном из грузовиков по пути следования в Украину. Ну, по крайней мере, Томаш Бучек так написал у себя в Твиттер, что это яхта. Мол, смотрите, во время войны украинцы заказывают себе яхты. И в этом же посте сделал ссылку на мэра Львова Садового и народного депутата Украины Княжицкого. Правда, на чехле написано «Safe Boats», и это, скорее всего, часть программы помощи Украине. Это сторожевой катер, заказанный Американским министерством обороны для Украины. Один из 10, которые должны построить Safe Boats International. ХАМАС заявляет, что освободили всех женщин и детей, оставив заложников мужчин. Об этом в интервью Аль-Джазире говорит один из руководителей движения. Говорит, дальнейшие переговоры по обмену только после прекращения огня и амнистии для тех заключенных, которых хочет видеть на свободе ХАМАС. Я напомню, предыдущее прекращение огня продлилось до 1 декабря. Израиль настаивает на том, что женщины и дети все еще удерживаются. Но мы сказали, что выдали их всех. Остальные заключенные в секторе Газа – это солдаты и гражданские лица, служившие в оккупационной армии. Видимо, остальных в ХАМАС не считают женщинами или детьми. В израильском Минобороны говорят, что ХАМАС нарушил обещание, и еще 15 женщин и 2 детей остаются в плену. Об этом говорит министр обороны Израиля. Я думаю, что у ХАМАСа была всегда одна основная цель – это уничтожение Израиля, уничтожение евреев. И я очень сомневаюсь, что у них что-то изменилось, учитывая то, как они себя ведут и вот сейчас, как бы даже в эту паузу, которая сейчас оперативная пауза, которая ведется на территории сектора Газа. Опять же, мы абсолютно не были удивлены тем, что они нарушили режим прекращения огня. И я не могу, конечно, залезть в голову тем, кто ХАМАСом управляет, их лидером, но я очень сомневаюсь, что что-то в их головах очень сомневаюсь, что что-то изменилось. Но, опять же, мы готовы к продолжению войны, мы ждем возвращения заложников, и цели наши остаются прежними. В Венгрии отреагировали на заявление Украинской службы безопасности о провокациях, готовящихся якобы под встречу Петра Порошенко, 5-го президента Украины, и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. СБУ писали о том, что проведение широкомасштабной ИПСО должны привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции. Это была цитата. СБУ увидела такую угрозу во встрече и назвала Орбана другом Путина. Именно поэтому Петра Порошенко и не выпустили из Украины. На это ответил пресс-секретарь венгерского правительства. Какие дела и правда могли быть у 5-го президента, а ныне народного депутата Украины, с Виктором Орбаном? И почему такая встреча могла насторожить СБУ? Вспомним недавний визит Орбана в Пекин на форум «Один пояс, один путь» и так далее. Он четко фиксирует, что он не на стороне европейского западного блока, хотя туда и входит, а на стороне антизападного блока. Поэтому это очень сильные идеологические такие нарративы, они вообще противоречат абсолютным нормам демократии, то, что мы называем европейским ценностям. Поэтому плюс это подкрепляется большими финансовыми вливаниями теневыми в правительство Орбана, в энергоресурсы. Вспомним, они покупают российскую нефть, кстати, через трубопровод, нефтепровод, который идет через территорию Украины. И плюс еще берет своим шантажом бюджет Европейского Союза. Возле Эйфелевой башни человек с ножом нападает на прохожих. В результате 1 погиб, 2 получили ранения. Об этом пишет BBC. Министр внутренних дел Франции говорит, что нападавший уже задержан и находится под наблюдением спецслужб. С криком «Аллах Акбар» он ударил одного прохожего ножом, а потом попытался напасть на других людей рядом, но уже с использованием молотка.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших лайков, репостов и комментариев. Как обычно, хочу знать все, что вы думаете. И жду, что вы подпишетесь на наши каналы. Это важно и займет всего несколько секунд. На этом все. До встречи и хороших вам новостей.